Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Денис Неведомский, адвокат и политик на связи. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Добрый день, друзья. Начать наш разговор я хотел бы с интервью Зеленского «Политико», где он рассуждает о войне и сравнивает сам себя с Уинстоном Черчиллем. Мол, даже у Черчилля были такие сложные времена. Но, тем не менее, он, в общем, крепок и моменты слабости позволит себе только после войны. Такое как бы пропагандистское, духоподъемное интервью. Но по сути, если мы понаблюдаем за тем, как развивается Стамбульский процесс, да, никак не развивается, потому что по сути переговоров нет. Есть гуманитарные акции, ну, собственно, и все. Судя по всему, война закончится не скоро. Как вы оцениваете позицию Зеленского по продолжению этой войны и его такая уже сакраментальная фраза, что территории могу делить только я? Дело в том, что в той ситуации, в которой находится Зеленский, находится Украина, Великобритания и Черчилль никогда не находились. То есть Великобритания никогда не была ничьим прокси, и Великобритания вела самостоятельную политику, имела мощных союзников, которые воевали на ее стороне на земле, в воздухе и на море. То, что мы видим происходит в Украине, далеко от тех сравнений, которые проводит Зеленский. Его с Рейганом сравнивали, объясняя, почему актер может быть хорошим президентом. Теперь он Черчилль. То есть все идет к тому, что скоро будет сравнивать с Маннергеймом, когда будет решаться вопрос о потере территории и обосновании, к чему это привело и что стало причиной. Стамбульский процесс не развивается и не может развиваться, поскольку не достигнуты реперные точки договоренности между Москвой и Вашингтоном. И фраза Дональда Трампа о том, что хотите подраться, подеритесь, а потом я все-таки приду и, скажем так, поговорим потом, когда уже надеретесь. То есть он говорит о том, что те условия, которые выдвигают стороны, они на настоящий момент для них недостижимы. И для того, чтобы они были достигнуты, он дает им время. Время работает на РФ сегодня, потому что именно РФ сегодня атакует, именно РФ наращивает военный потенциал, перешло на военные рельсы, производит оружие больше, чем весь ЕС вместе взятый. То есть фраза однозначна. То есть он не говорит о том, что там, он дипломатично говорит, пусть подерутся. А на самом деле большой бьет маленького. И когда маленький будет согласен на все условия большого, тогда как бы придет добрый миротворец Трамп и, скажем так, разнимет дерущихся, поднимет большого с маленького. Так, а что за условия? Условия озвучены российской делегацией. Условия озвучены в 2022 году и повторены в 2025 году чуть более жесткой форме, но в принципе как бы они особо не менялись. То есть в чем как бы сильная позиция РФ в этих переговорах? Они стоят на своем. Они даже Мединского специально прислали. Вот как у Гитлера была фишечка в том же вагончике в Компьенском лесу подписать капитуляцию Францию, которую подписала Германия после Первой мировой войны. Вот так же и прислали специально Мединского, это тот же Компьенский вагончик для подписания договора. Поэтому как бы легче России в этой ситуации, потому что они стабильны в своих требованиях. Они их не смягчали, они их не меняли. Фактически то же самое. Украина несколько раз меняла свои требования, то есть начиная от границ 91 года до сегодняшнего я сам могу рассуждать о территориях. То есть, как минимум это противоречит Конституции. Но не может президент сам решать вопрос территории. Но нет такого в Конституции. И ни в каком законе нет. И у Черчилля не было никогда таких полномочий, если он себя сравнивает с Черчиллем. То есть, скажем, интервью очень сильно попахивает заказухой.
И главное, что в нем нет идеи и смысла. То есть как двигаться дальше, к чему прийти, куда направлять народ. То, что должен делать лидер, особенно в таких драматических ситуациях. Он должен формировать смысл, а смыслов нет. Все смыслы сводятся к тому, что уже такое в истории было. И видите, лидер, который шел по этому пути, победил. А то, что это не бьется никаким образом ни по условиям, ни по времени, ни по участникам, то есть не имеет никакого смысла и проекции на нынешнюю ситуацию. Об этом как бы умалчиваю. Ну, так скажем, меня немножко произвело впечатление отчаяния это интервью. То есть мы не услышали никаких, то, что вы говорите, духоподъемных, может, они как бы и планировались, презюмировались, но, честно говоря, никаких духоподъемных вещей на самом деле не прозвучало. То есть люди услышали одно, что я управляю, я решаю, ваше мнение до одного места, и в ближайшем будущем легче вам не будет. Готовьтесь к худшему, но я буду главным. Вот что я услышал в этом интервью. Денис, вот тут возникает очень такой неоднозначный вопрос. Но при этом, при всем, да, приведенных ваших аргументах выше, ну, Зеленскому верят, его поддерживают, об этом, ну, собственно, трубит там разная социология, наоборот, люди готовы терпеть столько, сколько потребуется, и, соответственно, поддержка Зеленского, ну, кто-то скажет мнимая, кто-то скажет настоящая, но она присутствует как определенный фактор. Более того, тот же КМИС, который публиковал отношения ну, там, к территориям, к Зеленскому и ко всем, сейчас вовсю, вот, знаете, я, если честно, был поражен, да, когда сегодня увидел отношение к Дональду Трампу, что, в общем, к американскому народу хорошо относятся, к Трампу не очень, там проценты такие высокие, что вот смотрите, там Трамп нас ведет не туда. И вот так вот просто я попытался понять, а какая ценность вот этих опросов? Но это ценность опросов для Зеленского. То есть то, что это показали, о том, что украинцы там ну, негативно или там, настороженно относятся к Америке и к администрации американской сегодняшней, это ведь тоже как бы вот туда да, играет, на самого Зеленского. Получается какой-то замкнутый круг. Многие спикеры, эксперты, и вы тоже слышите, как бы взывают к народу и говорят, народ, делай хоть что-нибудь, ну там не соглашайтесь, что-то, ну как бы покажите, что вы есть. Но такое ощущение, что такой-то крик в пустоту. Никто ничего не делает, а наоборот все потребляют разного рода и социологию, и вот эти вот интервью и заявления. И вроде как совсем согласны. Почему так получилось с украинцами? Цель пропаганды – это создание искусственной параллельной реальности. То есть для чего был создан единый марафон? Для чего уничтожаются оппозиционные партии, а существующие стали псевдопозиционными, потому что на каждого из лидера есть компромат, есть уголовное дело, есть дамоклов меч преследования. То есть фактически мы сейчас находимся на стадии перехода авторитарного государства в тоталитарное. Именно в тоталитарном государстве есть полный контроль над СМИ, есть полный контроль над публичным выражением мнений, и таким образом формируется вот эта вот искусственная параллельная реальность. Туда же все эти опросы КМИСа и барбершоп-блогеры в Пикселе, которые рассказывают о том, как надо мобилизовывать женщин и 17-летних, и каким образом мы победим, и вот уже на фронте, и враги сталкиваются с тем, меня это вообще, конечно, накрыло. Наши бойцы сталкиваются видят, как вражеские бойцы подходят к нашим позициям, но не могут до них дойти, потому что там лежат трупы других российских солдат. То есть это все заходит в центральных каналов. Очень просто вся эта ситуация, скажем, проверяется на идентичность. Это посмотреть, каким образом люди пишут комментарии, каким образом люди действуют, продолжают выезжать из страны, пытаются каким-то образом отпетлять от мобилизации. То есть, ну,
Если так все хорошо, если все так едино, о чем мы говорили, что вот народ един, вот задача Зеленского объединить народ, тогда должна быть единое целеполагание у всех практически. Люди должны это добровольно поддерживать, понимать, что они делают, и от этого будет соответствующий результат. Соответствующий результат – это все в очереди в военкомате, это все, скажем, волонтерят, то есть тогда у всех есть общее понимание врага и общее понимание цели. Поскольку этого нет, значит, это все надумано, значит, это все мыльный пузырь, кто бы что ни говорил. То есть смотрим не на слова, смотрим на действия. Что касается демонизации Трампа, посмотрите, кто этим занимается. Этим занимаются профильные каналы. Униан, ТСН, 24 канал. То есть все, кто завязаны на офис президента, завязаны на Соросят, кто фактически завязан на глобалистскую повестку. То есть они не стесняясь, то есть, я наверняка уверен, что это доходит и до республиканцев, и до Трампа, что они понимают, то есть, что это не независимые СМИ делают, не независимые блогеры, а абсолютно люди толерантные к власти, нынешние украинцы. И поэтому, соответственно, он делает выводы, что украинская власть к нынешней американской администрации, лично к президенту Трампу относится плохо. Она не считает их союзниками, она не считает их партнерами. То есть это враги, против которых развернута такая оголтелая пропаганда. Поэтому все вот эти вот призывы, все это беснование в СМИ, оно на самом деле преследует одну единственную цель – создать в мозгу украинцев параллельную реальность. Создавая параллельную реальность для других, ты фактически становишься заложником этого же процесса, и у тебя в голове тоже возникает вот эта параллельная реальность. И боюсь, что Зеленский стал жертвой создания вот этой параллельной реальности. Но пробуждение будет болеть. Ну, если вы говорите, у него отчаяние, значит, он понимает, что все идет не так. Нельзя сказать, что он вообще полностью человек неадекватный, который не может дважды два сложить. То есть, если ты делаешь одно, и делаешь это, скажем, длительное время, и вкладывая туда огромное количество ресурсов, а результат негативный, то есть у тебя какое-то чувство дискомфорта как минимум должно возникнуть, психологического. То есть твои усилия идут не в нужном направлении и не приносят результата. А в том тоннельном состоянии, в котором находится сейчас украинская власть, у них вариантов других уже нет. Они сами себя загнали в этот туннель, в котором выход или назад, или вперед. Возможно, ногами. Денис, вчера широко растиражировано, понятно, там есть определенные лаги по времени, потому что все-таки безопасность. В общем, в Одессе прошел саммит, Южная, Европа, приехали гости, черногорцы, хорваты, в общем-то, страны Балкан, юга, такая, Юго-Восточная Азия, Юго-Восточная Европа. И там грек предложил, премьер-министр, что давайте там порт до Одессы, нитку протянем, там Александрополь, Констанция, Одесса, и какие-то вот такие, скажем так, предложения. Примечательно, что эти предложения, они сидят, предлагают что-то, и даже в своих речах говорят там, вот мы будем лоббировать, чтобы ЕС выделили деньги, на какое-то дело благое для Украины. И, в принципе, вот этот, скажем так, это собрание, эта встреча, она была об этом, если так по сути посмотреть. Но есть очень много таких косвенных, достаточно пугающих, таких боковых трендов. Санду с новым президентом Румынии как-то на встрече с Зеленским хитро улыбались, переглядывались. На лице у Санду было многое написано. И, соответственно, Зеленский, который это все подкрепил выступлением на саммите, что сказал, Россия пойдет на Одессу, выйдет к границам Молдовы и Румынии. Вот такая, мол, у них цель. Есть какое ощущение или хотя бы там впечатление, или вполне вероятно какая-то аналитика, какие-то мысли по такому непубличному какому-то решению
общему решению поджога, ну, для того, чтобы не разгоралось сильно дальше вот этого причерноморского региона. Очень уж как-то бьют по Вилково часто последнее время. Это вообще на границе с Румынией, да. То есть прям вот мы видим, что это не сильно заметно, потому что там более эмоционально, понятно, Сумы, заход в Днепропетровскую область по фронту. Да, но мы вот если так посмотреть события, да, и туда немножко сфокусироваться, видим, что что-то происходит. Что, на ваш взгляд? Лоббировали, лоббировали, но не вылоббировали. Никаких конкретных результатов саммита нет. Я думаю, что это было создано при непосредственном участии Еврокомиссии и, скажем, создание этого саммита ну, не несло в себе никакой смысловой нагрузки. Ну, хорошо, ну, нитку порта вы протянете. И пока по этой нитке не будет нанесен какой-нибудь удар. Кто отправит свои торговые корабли там, где есть опасность? Ну, показать какую-то поддержку, ну, хорошо. Вучич тут приехал, видно, из-под палки, ну, в любом случае заявил о том, что мы там можем вам помочь восстанавливать после войны. Но осуждать Россию он не собирался и не сделал этого, хотя я думаю, что его очень сильно на это склоняли. Украина может попробовать разыграть Приднестровскую карту. Но на сегодняшний момент, этот момент упущен был в 2023 году, когда на фронте было относительное затишье, и вместо того, чтобы кидаться в контрнаступление, они могли использовать эти ресурсы для поджога Приднестровья. Но этот момент упущен. И проведение каких-то военных действий, оно сейчас просто физически невозможно, учитывая то, что Россия наступает практически на всех участках фронта. Поэтому говорить о том, что этот регион сейчас актуален с точки зрения там, каких-либо военных провокаций, я бы не стал, потому что на это просто нет ресурсов. Зажечь для того, чтобы там получить еще один фронт и, скажем так, нарваться на еще больше неприятностей, ну, я думаю, что даже при всей рискованности, рисковости, скажем так, украинской власти, они на это не пойдут. А что касается создания некого союза южного, мы уже сталкивались, помните, был такой проект «Междуморье», там его активно там Юра Романенко рассказывал о нем. То есть, ну, я вам скажу, что невозможно сейчас создание таких союзов, не имеющих прочной исторической, политической базы, культурной базы. То есть, если только в том случае, если ты находишься в одном цивилизационном пространстве, тогда такие союзы, они долговечны, они имеют какой-то смысл. А когда это все ситуативно, то, соответственно, результатов не будет. А кто туда входил? Балтийские тигры и Польша. Вот союз Междуморья. То есть прибалтийские республики, имеющие иную культурную основу, плюс Польша, которая при малейшем же политическом дуновении ветерка вспоминает о Волынской трагедии и начинает эту карту активно разыгрывать. То есть, ну, как минимум, это не самый удобный момент. Если вы видите в Украине как минимум союзника, партнера против России, ну, тогда в этот момент не должны разыгрывать, как минимум до лучших времен. Это говорит о том, что то же самое касается вот этого вот возможного Южного Союза. То есть это тоже все ситуативно, и если чуть-чуть глубже начинать копать, точек рэперных нет. Нету то, на чем оно может быть объединено. Украина, как жестко построенное, унитарное на сегодняшний момент этнонациональное государство, не способна никаким серьезным альянсам на партнерской основе. То есть мы построили страну этнонациональную, Украина по надусе, и если ты не способен построить общество, которое не будет конфликтовать между собой, когда государство и общество между собой не находятся в мире и в согласии, когда общество противопоставлено государству, ты, соответственно, не можешь претендовать ни на какие альянсы.
Потому что царство, разделенное в себе, не устоит. И никому не нужно государство, у которого внутренний конфликт находится на такой запущенной стадии. Никому не нужен такой союзник, который непредсказуемый, который злобный, политика которого состоит в ресентименте. И, соответственно, звучат призывы к восстановлению ядерного оружия. Но я скажу вам, что Украины получить шансы ядерное оружие еще меньше, чем у Ирана. Даже не касаясь технологических возможностей. Касаясь именно отношения других государств, крупных государств. Они просто никогда этого не позволят. Потому что страна, которая находится в постоянном перманентном конфликте с окружающим миром, находящаяся в конфликте внутри себя, не имеет морального права иметь оружие массового поражения. Поэтому пока не изменится суть государства, пока Украина не обретет свое место в цивилизации, в которой она органична, пока она не станет государством, которое будет направлено не на разрушение, а на развитие, никакие альянсы ее не возьмут. И, скажем так, обратный отчет уже пошел, когда этот проект будет закончен. И весь вопрос в том, какое государство мы сможем построить на его месте, учитывая ошибки прошлого. Чтобы нас не поглотила многолетняя руина, а была возможность созидания и построения на той площадке, которая очистится, государства будущего. Денис, Джеффри Сакс, американский экономист, высказался об Украине, говорит, что, в общем, вот эти друзья, в кавычках, Украины, ее же уничтожают. Как вам кажется, что должно произойти, чтобы общество, люди не просто это поняли, да, они, наверное, все понимают, но как бы вот начали, чтобы это, просто понимание переросло в какую-то позицию, да, и вокруг этого можно ли объединить, вокруг противостояния силам, которые, собственно, нашу страну и уничтожают. Ведь смогли же объединиться, да, во время атаки в 22 году украинцы, атаки на объекты, ракетные удары, что было немыслимо. Да, для всех это был шок, и этот шок объединил украинцев. Сейчас мы видим абсолютно другую историю. Могут ли вот эти друзья, в кавычках, которые разрушают Украину, заставляя продолжать ее воевать, стать вот таким объединяющим фактором? Я это пытаюсь как бы отрефлексировать вот на двух таких эпизодах. Эпизод первый – это тоже такая история. Вот Арестович высказался об украинцах, да, и это все понесли, все обсуждают, вот как он мог, обидел и так далее, и так далее. Понятное дело, это его мнение. По сути, ничего крамольного он не сказал. Имеется в виду с точки зрения юридической, да, это если свобода слова, если у нас, скажем так, мнение, выражение этого мнения, человек в нем свободен, то, это вот мнение всего лишь Арестовича, да, и многие восприняли на свой счет и начали, скажем так, эту тему крутить. Но ведь с другой-то стороны мы видим, это вот одна история, да, тоже подсанкционные каналы, и Арестовича, и мой, но все посмотрели, все увидели, вырезали, распространили, мол, смотрите, ату. То есть реакция, в принципе, какую, наверное, он просчитывал по поводу украинцев, она сработала. Но параллельный же курс есть, причем такой важный. С выходных прошлых тянется вот эта эпопея с передачей тел. Наконец-то вчера их передали. Но там тоже есть место вот этой пропаганде, было место, когда там говорили, что это вот какие-то мурманские бомжи, а надо всех идентифицировать, а вот смотрите, сейчас нам кого-то подсунут. Это имеется в виду как бы такое сопровождение медийное этого процесса. Хотя, по сути, вот если так трезво посмотреть и оглянуться назад, то тут просто слабость государства. То есть они договорились, на птичьем языке они разговаривают друг с другом на самом деле. Умеров выходит, говорит, 6 тысяч будем менять на 6 тысяч в рамках Стамбула.
Россия тут уже первую 1200 подогнала, а принять не можем, потому что это инфраструктурный вопрос. Ну, это слабость, наверное, организационная все-таки. Но, тем не менее, сюда тоже зашили о том, что это вот провокация россиян, это вот они такие-сякие, и вплели идеологию. Но ведь эта идеология подтверждают ту другую Арестовича. Этот флер наносной пропаганды, он же тоже о многом говорит об украинцах. Потому что все-таки, давайте, как ни крути, это солдаты, погибшие за Украину. И их вот это вот на жаре эти рефрижераторы мариновали 3 суток, чтобы там, ну, в общем, в один момент передать. И число было 1212 на 27. Какие у вас мысли по этому поводу? И вот все-таки есть ли какой-то, ну, какой-то шанс, да, что люди не просто там узнают, прозреют, а примут позицию, да, что, ну, не дадут себя разрушать. Не изнутри в мозгах, не снаружи войной. При вот таких друзьях, да, как выражение, таких друзей нужно в музей. Прежде всего, Алексей, он опытный политический манипулятор, и, скажем, эта провокация была не эмоциональной, а наверняка задуманной, запланированной. То есть он, понимая суть украинцев, у которых превалирует форма над сущностью, обратился именно с такой формой, которая вызвала, скажем, взрыв. На самом деле, перед этим он говорил очень много, в принципе, говорил по сути. Достучаться до украинцев, скажем так, умными словами аналитика очень сложно. Небольшой, скажем так, есть украинское слово прошарок, небольшой срез людей готовы воспринимать аналитику, складывать дважды два, и тем более как бы в тоталитарном государстве есть вот это вот в новоязе этот самостоп, остановиться на пороге крамольной мысли, что 2 это 4, несмотря на то, что партия и государство говорит, что это 5. Поэтому он, скажем так, обратился к провокации для того, чтобы немножко встряхнуть население. Что касается обмена, тут чисто, да, безусловно, это со стороны Российской Федерации был неожиданный и так тактически грамотный дипломатический уловка, которая вскрыла сразу несколько проблем и поставила украинскую власть в тяжелую ситуацию. Прежде всего, это официальное озвучивание количества погибших, что сразу бьет по официальной позиции Киева. И второй момент – это действительно слабое государство в плане техническом. Во-первых, сам по себе процесс идентификации и принятия такого количества тел погибших очень сложный. И украинская власть, будь она немного более, скажем, развитой в умственном плане, она бы так и сказала, что да, мы проверим эту информацию. Идентификация в Израиле, 1000 тел погибших, государство, которое постоянно находится в режиме войны, которое постоянно проводит идентификации, имея для этого все технические и людские резервы, проходило более полугода для того, чтобы идентифицировать 1000 погибших тел. Причем там небольшое количество было, скажем, тех тел, которые сложны в идентификации. Не просто опознание, а сложны в идентификации, там, где действительно приходилось делать генетический анализ. В нашей ситуация гораздо более сложная технически. Украинская власть должна была сказать, да, это все. Мы понимаем, что это могут быть наши солдаты. Мы будем принимать наших солдат, мы будем проводить экспертизу, но надо говорить график принятия, чтобы ни одного, скажем так, погибшего украинского солдата мы не ложно идентифицировали. Чтобы каждый наш солдат был предан по христианскому обряду земле, по-человечески. Тогда бы это звучало логично, а не эти истерические метания, что нас не предупредили, а я как же так, а может это какие-то бомжи, то есть, ну это, скажем так, ну это кринж. Когда вам говорят, это ваши солдаты, а вы еще не проверив, говорите, что это какие-то мурманские бомжи. Да, это общий кризис идеологии, когда ты не можешь правильно идентифицировать добро и зло, и не можешь правильно идентифицировать
скажем так, правильные действия или неправильные действия. Когда во всем эмоциональности хаос. Когда нет единой государственной политики по отношению к своим солдатам. Когда людям заливают одно, а люди знают на самом деле другое, о количестве погибших и все остальное. Почему там страны другие говорят о каждом своем погибшем? Да даже Хезболла, когда погибает ее боевик, они объявляют, что погиб такой-то, объявляют фамилию и имя. И говорят, что это принадлежность к этой организации. Никто не скрывает это. А вот это вот подход, а общество не готово, люди там с ума сойдут, если они узнают. Да знают уже люди. Не зря вы там с телеграммом пытаетесь бороться. Но есть другие источники информации. Мы не в 20 веке, в 21 живем. В веке информационных технологий, где шило в мешке не утаишь. И занимать такую позицию, там, накрывшись мешком с головой и оттуда что-то вещать. Это в любом случае слабая позиция, потому что тебя ловят на лжи. Как говорили, можно сколько угодно обманывать небольшое количество людей или короткое время всех, но долгое время, а война уже длится 4-й год, вы не сможете всех обмануть. Вот кризис отношений, доверия между властью и государством и приводит к разрушению и государства, и общества. То, что мы сейчас наблюдаем. Тут еще одна проблема, о которой не говорят. Она как бы считается косвенной, но это принципиально важно, да, в том контексте, о котором мы, собственно, сегодня, встречаясь, ведем беседу. А нет героев у этой войны. Нет. То есть нет там какого-то, не знаю, солдата, которого на том же телемарафоне или которого из каждого утюга, да, то есть чтобы памятники можно было ставить, чтобы подвиг учили дети в школах. Ведь, с одной стороны, говорят, подождите, мол, война закончится, сразу там нарисуют какой-то пантеон героев. Не факт. Война очень длинная история. Уже долго идет. Мы видим, что 4-й год. У нас, получается, герой войны один Зеленский. В этом же тоже проблема. Как вы считаете? Тоталитарность, она предполагает фокусирование на определенной личности. А учитывая еще и психотип, то очень большая ревность к тому, кто становится близок к калибру. Та же ситуация была с Залужным. То есть задача была убрать его из актуальной повестки, из, скажем так, героя войны, там, маршала Победы условно, да, превращение его в обычного чиновника. Собственно, эта практика отлично сработала. То есть из, скажем так, человека, на которого там, если не молились, то крепко уважали, он превратился так в никого, скажем так, никого и нигде. И, скажем, уже рейтинги совсем не те. И его рейтинг остается еще на более какой-то приемлемой отметке, только потому, что рейтинг власти и все, кто сейчас действующий властью, связан, неумолимо падает. Несмотря на все эти вопросы к МИС и тому подобное. Герои в войне, которая происходит внутри цивилизации, они априори быть не могут. Мы переживаем не просто драму, мы переживаем трагедию. Трагедию в истории обоих государств, внешняя политика которых довела до цивилизационного краха. Не построив метацивилизацию, не построив общий дом славянский, мы пришли к тому, что мы начинаем убивать друг друга и делать из этого идеологию. Причем это становится идеологией для обоих государств. То есть пропасть увеличивается. Вот это самая главная трагедия. Потому что мы все дальше и дальше уходим в варваризацию. И вместо того, чтобы строить цивилизацию, которая сможет конкурировать с другими цивилизациями, мы еще больше ее раскалываем.
В этом есть безусловная вина как Украины, так и России, так и других стран, которые могли бы и по праву должны входить в славянскую цивилизацию. И если в ближайшее время не будет сделано прорыва в этом направлении, не будет воссоздана идея единого целеполагания и создания единого пространства, культурного, религиозного, экономического обязательно, гуманитарного, философского, и Россию, и Украину ждут очень тяжелые времена. Украину раньше, Россию позже. Ну, это где-то созвучно с Мединским, не поверите. Тут говорит о том, что Россия хочет закончить войну, что вот мы так вот воевали, давайте все-таки мы там в союзе будем сильнее. А так вот, если, ну вот, подумать, да, то выходит какой-то абсолютный сюрреализм. Настолько там война, да, которая длинная, которая там ужасная сама по себе. А тут они говорят о союзах каких-то. Странно ведь, как-то, знаете, даже вот простой человек, он плюется не потому, что не понимает, потому что это абсолютно что-то другое. Ну, в этом и есть проблема безыдейности. То есть создание пространства, в котором ты занимаешь центральную роль не по глубине своей идеологии, не по глубине поставленных целей, не по объему мировоззрения, создания единого цивилизационного пространства, а по праву сильного, ну, это влечет за собой конфликт. И это тоже проблема русского мира, который пытался построить Владимир Путин. Цивилизации, построенные по принципу один сузерен и все остальные сателлиты, она не жизнеспособна. Необходимо создавать такие кластеры, в которых каждая цивилизация будет занимать свою серьезную, важную для всех остальных роль. Вот эта проблема безыдейности, она и привела к конфликту внутри нашей цивилизации. То, что не должно было случиться никогда. И нужно было делать выводы, что если ты идешь по определенному пути, а вместо этого получаются конфликты. Да, Украина поддалась на внешнее давление, поддалась под влияние глобалистов, которые вскрыли ее как консервную банку и разрушили. Но только ли дело в глупости тех самых украинцев, которые это допустили? Если так размышлять, то в итоге мы оказываемся в окопах. Если ты не можешь построить то цивилизационное пространство и ту идеологию цивилизационную и предложить ее другим странам, и она становится неприемлемой для этих стран. Может быть, проблема в этой идеологии, может, проблема в этой идее. Тоже необходимо делать выводы. Я очень сильно сомневаюсь, что России нравится то, что и россиянам нравится то, что происходит. Да, сейчас за счет того, что они больше, они мощнее, скажем так, сгуртованнее, у них получается лучше на фронте. То есть за счет ресурса, огромного ресурса. Но это ли цель была? Не создание союза, а победа в войне. Победа в войне над теми, кто априори должен быть на твоей стороне. И задуматься об этом тоже нужно, не только украинцам, которые пожинают самые горькие плоды своего выбора, но и России тоже, россиянам. Они тоже должны понимать, что построить общее пространство можно только предложив такие идеи, которые будут интересны для всех, которые объективно будут предполагать создание цивилизационных союзов. Сегодня в Киеве Борис Писториус, министр обороны Германии. Визит не объявленный, ну, как обычно, тайный, там, чтобы никто ничего не прознал. В общем, помощь обещают для Украины. Значит, последним четким сигналом из Москвы было то, что в настоящее время нет заинтересованности в мирном урегулировании. Украина подвергается нападениям с неослабевающей жестокостью. Должно быть, с одной стороны, нас волновать, с другой укреплять сплоченность в поддержке Украины. То, что вот мы сегодня обсуждаем, ведь это тоже, ну, как технология, да?
И мы видим, как европейский, ну вот вы видите, вводите эту историю, ну там, терминологию цивилизация, да, то есть вот европейцы, а, они тоже выставляют Украину как на щит и вот призывают вокруг Украины объединяться. Понятно, идеологически власть говорит, мы вот там, мы с Западом, нам туда. Да? Поэтому очень сильно вот эти обидчивые слова, обидчивая риторика у Зеленского, что, мол, смотрите, там Америка не помогает, партнеры, ну, в общем, бьют по Украине, тяжелые удары, дайте оружие, дайте ПВО, мы даже купить не можем, да, вот. Ну, вот в этом плане. Ну, поймите, ведь Украина же для Европы как объединяющий фактор, это же тоже так себе идеологическая икона, вокруг которой нужно стоять, креститься и ходить, скажем так, паломником. Странно другое, что этот цинизм европейцев, он же лезет наружу даже у самих вот этих высокопоставленных людей. Рютте говорит, не надо прекращения огня. То есть мы вот уже который месяц слышим, что прекратите огонь, Россия против прекращения огня. Выходит Рютте и говорит, не, если прекратить огонь, то это будет как бы угроза НАТО, поэтому не надо этого делать. Давайте все дружно помогать. Давайте скидываться по 5%, отчехлять на войну в Украине, пускай продолжается. Пока мы готовимся, они там пускай, скажем так, воюют между собой. Так, а где здесь в этой идеологии не Украина, как территория войны, а украинцы, как люди? Вы сейчас сделали правильный акцент, на котором я собираюсь свой ответ построить. Европейские глобалисты хотят объединиться не вокруг Украины, а вокруг войны. То есть действительно уже не стесняются говорить о том, что им важно продолжение войны в Украине. Им не важно сохранить Украину как страну. Поэтому, если бы им для этого было важно, они бы уже приняли Украину тем или иным способом и в ЕС, и в НАТО. Они бы уже отправили своих солдат как минимум в западный регион. Они бы перестроили свою экономику на военные рельсы для победы Украины как государства. Мы слышим только о том, чтобы поддерживать войну в Украине паллиативно. Не Украину в войне, а войну в Украине. В этом есть ключевая разница, понятийная разница. И для того, чтобы оценивать все их слова, оно потом очень просто ложится в этот алгоритм. Им важна не Украина в войне, а война в Украине. Потому что для глобалистов это те, которые возглавляют сейчас как Еврокомиссию, так и главные страны Евросоюза, Германию и Францию. Это вопрос выживания их политических режимов. Мировая тенденция говорит о том, что сейчас происходит реванш консерваторов, реванш республиканцев. И удержаться на своих, скажем, позициях в своих странах они могут только при помощи войны, потому что никакого другого объединяющего фактора у них нет. Только война в Украине. Если война заканчивается, они теряют свои должности. Приходят республиканцы, приходят правые к власти, и начинается американизация Европы. Как она была раньше, либерализация Европы при помощи Америки. Сейчас она происходит уже республиканизация Европы. И поэтому они прекрасно понимают, что прекращение войны – это и конец власти украинской в ее нынешнем виде, и конец их власти в их собственном государстве. Поэтому для них важна именно война в Украине. Еще одна тема, но она такая достаточно специфическая. Выходит там Кондратюк, да, ну, вице-спикер, да, от Тимошенко, в интервью «Украинской правде» и говорит о том, что все депутаты в парламенте уже хотят выборов. А мы как-то, ну, в потоке вот этих новостей, ну, понятное дело, удары тяжелые, там по Харькову летело, причем, знаете, этот какой-то, ну, уже люди начинают немножко так шептаться по углам, да, о том, что как-то странно
Ни с пулемета никто не стреляет по этому шахеду, который куда-то там летит, ни как-то там пытается сбить. Люди, конечно, видят статистику, да, сбития, но, простите, то есть, в общем, она не бьется. И плюс еще люди еще на местах они смотрят, они уже там четко могут примерно даже пальцем в небо ткнуть и показать, как они летят. Их маршруты изучили, уже даже делятся в соцсетях, что ага, тут раз, два, три, четыре, пять, то есть... Понятно, что в этой атмосфере, вот этой бомбежек и так далее, тема выборов отодвинута вообще далеко, надолго. И все такие законники говорят о том, что вот, да смотрите, да это вообще нужно там сколько-то времени, чтобы прошло, а тут давайте замешивать сюда временное правительство, а давайте тут еще что-то. Короче, тему отставили, да, американцы этого не требуют. Зеленский продлевает себе легитимность с помощью военного положения. Всех вроде как все устраивает, но все как-то готовятся к выборам. На ваш взгляд, вот все мы ждем какой-то внезапности, да, как вот с ковидом раз и внезапно все закончилось с войной, точно так же раз и война может внезапно закончиться. А внезапные выборы, они же, ну, тоже на столе, эта карта. Или все-таки вот будет вот эта вот резина тянуться и так далее. Ведь если все там чего-то ждут, да, но это все там, я помню, год назад все ждали выборов, да, и все как-то о них говорят, все вот к чему-то готовятся, но ничего не происходит. Выборы — это ружье, которое висит на стене, но оно выстрелит в самом конце. Что вы думаете вообще о выборах? Потому что столько критики самой идеи проведения этих выборов, что, мол, смотрите, придут очередные там все настроенные на войну, Украина там не способна нормально избрать никого. Так не способна, надо пробовать хотя бы. Ну, выбрали этих, там, чаще сделали, там, выбрали других. Хоть какое-то движение это придаст. Или это пагубная история? У Зеленского был шанс, и он должен был его использовать в 2024 году. Он должен был провести выборы. Это продлило бы его легитимность, не только юридическую, но и моральную. И у него были все возможности для этого. И учитывая то состояние, в котором находится общество, учитывая полный контроль над СМИ, пускай даже там формально они могли там что-то, там какие-то послабления сделать, но у него были все возможности продлить полномочия и себе, и парламенту. Но даже в этой ситуации, понимаете, они побоялись это сделать. Имея все карты, как говорит Трамп, на руках, они побоялись это сделать. И сейчас уже поздно. Сейчас мы находимся в настолько глубоком конституционном кризисе, а выборы – это конституционный процесс, что ни Зеленский уже не решится проводить выборы, потому что он понимает, что на самом деле время упущено. Ему подсказывают, что уже те рейтинги, которые публикует КМИС, и то реально, с чем люди придут на избирательные участки, будут серьезно отличаться. Мне кажется, что для Украины избирательный процесс уже не актуален. Как вы говорите, произойдет нечто внезапное, что, скажем, деактуализирует эти все процессы. Потому что конституционный тупик настолько глубокий, что выхода из него легитимного я, например, не вижу. Ну, то есть Гордиев узел разрубят. Безусловно, он уже рубится и уже, скажем так, ниточки уже поплыли. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Пожалуйста, напишите, что думаете в комментариях, поставьте лайк. И берегите себя и друг друга. Добра и света.